Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события происходят и какие предполагаются движения на рынке по золоту, нефти, доллару, евро и другим активам. Так, ну пока мир замер в ожидании ФРС, в общем-то статистика, конечно, выходит, но она не настолько критична, как то, что развернется, когда будет объявлено о предстоящей финансовой и монетарной политике ФРС. Итак, на сегодня Китай, прямые иностранные инвестиции 35%, снижение на 10% по сравнению с предыдущим значением. На самом деле тренд вполне предсказуемый, потому что, как ни крути, идет обострение между Соединенными Штатами и Китаем. Так, по Японии проседание деловой активности в секторе услуг. Но здесь ситуация аналогичная с Германией. Экономика Японии завязана на экспорт. Так, ну и Германия, здесь индекс потребительских цен на 2,5% рост. Больше он стал по сравнению с предыдущим, но пока это не столь критичные значения. Из того, что важно существенно, сегодня 15.30 базовый индекс розничных продаж США и индекс цен производителей. Потом объем розничных продаж. Все это в 15.30 одним блоком идет. Ну и в 7 часов по традиции российский поквартальный ВВП. Так, друзья, вот сейчас все кипит, все шипит, все пыхтит от предстоящей встречи Байдена и Путина. Все обсуждают, строят всевозможные теории, кто-то здравый, кто-то не очень здравые. Вот интересная статья по поводу количества личных встреч и телефонных созвонов между российским и американским президентом. Вот. Ну, соответственно, зеленые это звонки, красные это встречи. Что мы видим? С нулевого года сначала был пик в 2003-2004 году, и потом пошло падение. И даже при Трампе, который как бы считается Трамп наш, при нем эти показатели упали по сравнению с тем, что было, когда президентом являлся Обама. То есть налицо идет тренд снижения взаимодействия между США и Россией на высших политических уровнях. Ну, здесь можно разные, в общем-то, объяснения этому подогнать, придумать. Я думаю, ключевое объяснение заключается в том, что растет Китай, его роль становится значительно больше, и, соответственно, роль России становится меньше, и здесь ей просто уделяют меньше внимания, вот и все. Я думаю, это самый главный ключевой фактор, который надо признать. То есть то, что фактически становится два игрока, это Соединенные Штаты и Китай. Значимость всех остальных игроков, ну кроме Евросоюза, она соответственно снижается, что мы и видим на диаграммах, которые связаны с количеством звонков и встреч. И опять же, здесь вопрос в экономике. Китай вырос благодаря экономике, а не благодаря количеству ядерных ракет. И, соответственно, именно благодаря экономическому развитию он составил конкуренцию Соединенным Штатам. Так, ну вот еще одна интересная статья, прямо-таки РБК сегодня жжет. Следите за брошками. Здесь подобрано, в общем-то, все, что какие брошки были у главы ЦБ и, соответственно, как менялась политика, какое влияние здесь оказывалось. Ну, мне кажется, надо просто работать и показывать высокие результаты и не заострять внимание на подобных вещах, там как брошки, цепочки и так далее. Потому что если есть результат хороший, положительный, отдача, то и нет смысла и некогда заморачиваться подобными вещами. Так, ну вот давайте немножко посмотрим «Экономист». Есть сомнения относительно истинности заявлений Китая по поводу того, что они будут переходить на зеленую энергетику. Действительно, в Китае очень непростая ситуация. Там огромные вложения сделаны в инфраструктуру, в электростанции, которые производят электроэнергию путем классического сжигания. И вообще как бы в Китае этот переход будет, наверное, очень непростым даже в сравнении с теми же Соединенными Штатами, которые недавно были лидер по добыче сланцевой нефти. Вот. Но тем не менее, я думаю, Китай наибольший стимул двигаться в зеленом направлении, потому что Китай это же по сути мировой центр по обслуживанию промтоварами всего мира. И если они не предпримут самых решительных, даже решительнейших шагов в этом направлении, то их очень
быстро задвинет и Соединенные Штаты, и Евросоюз. Евросоюз по поводу зеленых технологий тоже очень много предпринимает усилий, создает точек роста. И поэтому еще большой вопрос, кто станет лидером в новом зеленом перевооружении. Вот что-то мне подсказывает, что, наверное, наибольшие шансы именно у Евросоюза. Почему Евросоюза? Ну, смотрите, там, во-первых, в общем-то, достаточно много и интеллектуальных, и технологических центров. Это Германия, Франция. И с другой стороны, достаточно гармонизированная территория, потому что, во-первых, большое количество населения, во-вторых, очень прочное и разностороннее взаимодействие с другими странами. То есть в части внутреннего спроса и реализации произведенных технологий и продуктов Евросоюз достаточно гармонизирован, даже если сравнивать с Китаем и Соединенными Штатами. Ну, в Соединенных Штатах там в основном то, что касается спроса, оно раздувается путем значительного стимулирования кредитования. Так длится уже на протяжении последних, наверное, 40 или 50 лет. Так, далее, следующий вопрос. Who to be the next Tesla? Вот. Ну, понятное дело, сейчас очень энергично пойдет развитие и продажи электромобилей. Все заявляют о благих намерениях, что пора как бы с двигателями внутреннего сгорания покончить. Ну, в Китае сейчас огромное количество компаний, которые производят электромобили. Сейчас Китай чем-то напоминает Соединенные Штаты начала 20 века, пока там не развились крупнейшие гиганты, которые закатали все остальные автомобильные компании в асфальт. Но я думаю, здесь все-таки вот эта компания, которая, скажем так, она составит основную конкуренцию Тесле, станет ее противовесом, скорее всего, это все-таки будет какой-то бренд. Ну, даже не какой-то, это будет либо Volkswagen, либо Nissan. Я думаю, здесь все гораздо проще. Этот же бренд, он, наверное, какие-то китайские автопроизводители тоже возьмет под крылышко или поглотит. И здесь варианта два. Либо Tesla с кем-то из крупнейших производителей сольется, либо, соответственно, этот крупнейший производитель, но я думаю, это Volkswagen или Nissan будет, он, в общем-то, нарастит мышцы, скупит китайские компании небольшие и на фоне этого покажет значительный рост и составит уже как бы реальную конкуренцию электромобилям Tesla. Здесь на самом деле, с моей точки зрения, в большей степени проблема заключается в маркетинге. То есть Tesla это известный раскрученный бренд, который прямо ассоциируется с электромобилями. У остальных автогигантов такого, к сожалению, на текущий момент нету. Ну и, конечно же, инфраструктура. Но инфраструктура это вопрос инвестиций, в том числе и со стороны государства. И если появляются производители или производители, которые начинают активно производить электромобили, я думаю, вопрос с инфраструктурой, связанной с зарядками, он будет достаточно быстро и энергично решаться. Так, ну вот принято считать, что Соединенные Штаты, они экспортируют доллары и инфляцию. Ну, сейчас как бы появился новый экспортер инфляции, это Китай. Китайские менеджеры, которые производят оборудование, вилочные погрузчики и так далее, не устают обзванивать клиентов, писать письма об очередном повышении цен. Таким образом, здесь вот это движение, связанное с инфляцией, оно подобно камню, который бросает в воду. Сначала надули сырье, теперь идет надувание товаров, и дальше будет, я так полагаю, надувание зарплат, ну и сфера услуг. Так, друзья, вот интересная новость. Топ JP Morgan Chase выступил с заявлением о том, что пик торговли акциями, доходности для банков завершен. То есть это говорит о том, что снизились комиссии значительно, которые зарабатывают банки на торговле акциями и другими инструментами. И это говорит о завершении так называемого постковидного всплеска, когда все активно росло, бурлило и так далее. И сейчас начинается фаза стагнации или консолидации. Вот. Ну а из консолидации всегда есть выход, который чаще всего приводит в таких ситуациях к тому, что развивается коррекционный откат. Потому что достигнуты хаи и дальнейших драйверов роста, идей на текущий момент не наблюдается. И по сути
топ JP Morgan Chase обращает внимание, что появились признаки того, что созрели все условия для коррекционного отката на финансовых и фондовых рынках, которые обусловлены тем, что пропал интерес к торговле, выручка от комиссий у их банка упала, но здесь есть объективные причины к тому, что просто уже вот этот весь рост его отыграли по большей части, и теперь нужны либо дальнейшие какие-то идеи, драйверы для продолжения роста, либо эта ситуация, наверное, где-то квартал, может быть меньше, она придет к тому, что рынок начнет проседать или падать. Но опять же, здесь вполне возможно, что появятся какие-то новые идеи, которые будут отыгрываться. Это приведет к усилению торгов акциями. Вот, например, такие попытки уже очень активно осуществляются. Это заявление на G7 об очень активном переходе на зеленые технологии, отказе от ДВС, ноль карбоновые выбросы и так далее и тому подобное. То есть это по сути идет информационная накачка, которая должна, предполагается, что должна спровоцировать новый виток оптимизма и движения наверх. Пока все эти заявления, они не столь убедительны, чтобы продолжить эйфорию и рост рынков и активную торговлю. И помимо всего прочего, пришло лето. Летом все как бы немножко притухает в ожидании осени, когда ситуация чаще всего разрешается вниз. И текущая ситуация на рынке недвижимости, судя по этой карте и по ощущениям, то, что происходит с ценами на недвижимость, Россия оказалась в эпицентре роста цен на недвижимость и, соответственно, в эпицентре нового пузыря. И здесь ситуация, она в чем-то напоминает 2008 год. Именно в чем-то. Нельзя сказать, что прямо мы идентично повторяем 2008 год. Потому что сейчас, по сути, недвижимость – это один из активов, куда уходят денежные средства, которые нужно куда-то парковать. И если говорить о том, чем может быть инициирован предстоящий кризис или следующее колено W-образного кризиса, на самом деле у недвижимости есть масса интересных конкурентов, которые могут сработать, или выстрелить гораздо быстрее и сильнее, чем рынок недвижимости. Так, есть такое мнение, что пик инфляции, он пройден. И сейчас мы будем наблюдать некое снижение, некий откат. Скажем так, ряд американских финансистов, банкиров видят этому подтверждение в тех движениях, которые развиваются на рынке долга. Но с моей точки зрения, есть определенный диссонанс. Может быть, по сырью в какой-то степени вот этот инфляционный рост инфляции и издержек, он и вроде бы завершается. Но дело в том, что ключевая проблема заключается в том, что этот рост, он породил другие возмущения в системе. В частности, рост на промышленную продукцию, рост на услуги. И здесь, получается, маховик, он раскрутился. Во-первых, непонятно, насколько быстро произойдет откат в ценах на сырье. То есть они достаточно выросли. И они, в общем-то, находятся в том диапазоне, когда они устойчиво запускают следующий этап инфляции. Это инфляции в производстве и инфляции в услугах. И поэтому здесь, на самом деле, я не вижу такого оптимизма прямо с тем, что инфляция закончилась и все будет хорошо. Нет, она перешла просто к следующему витку. Здесь получается как бы между двух огней, потому что если здесь все начинает сдуваться, то, соответственно, мы можем получить кризис, потому что начнутся распродажи. Если мы остаемся на текущих значениях, это генерит следующий этап и следующий виток инфляции, инфляции промышленных цен и инфляции услуг. Так, Baltic Dry индекс, то, что касается инфляции, он отказался возвращаться в приемлемый диапазон значений, продолжает рост. И как следствие, инфляционное давление, оно никуда не девается. Так, друзья, далее Китай, китайский фондовый индекс CSI 300. Здесь сегодня день достаточно неприятный, потому что он пытается завершить свой рост и вернуться вот в этот консолидационный диапазон. И, соответственно, если у Китая пропал запал, то он пропадет, скорее всего, и у остального мира.
Так, ну есть вот в Китае такая компания Evergrande называется, крупнейший оператор жилой недвижимости. Это месячный график ее акций. Что-то здесь как-то никакого оптимизма не прослеживается, даже наоборот. В ближайшее время, возможно, мы получим пробитие 9,5, и, соответственно, это приведет к просадке в район 4,5-5. Ну вот все, что надо знать о состоянии китайского рынка жилья. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Здесь идет попытка разворота и возврата на уровень 91,5. Но ключевые уровни, которые бы показывали, что такое движение сформируется, они пока не пробиты. А раз они не пробиты, здесь все это не более чем консолидация. И, соответственно, в любой момент отсюда может развиться откат индекса доллара на 89,9, 89,8. Вот сюда, к этому диапазону. Так, далее VIX, дневной таймфрейм. Ну, здесь идет устойчивая консолидация, набор позиций. Дальнейшего снижения VIX никто не дал. Так, сегодня интересная ситуация биткоин, эфириум. Биткоин пытается скорректироваться, но смотрите, вот у него этот уровень 39 540 тысяч. Если он его удерживает, то мы весьма вероятно получим хотя бы коротенькое, но ралли по биткоину. Так, а вот эфириум. Так, пардон, это эфириум, биткоин. Сейчас эфириум возьмем. Так, ну вот, в общем-то, эфириум, тоже дневной таймфрейм. Здесь ситуация пободрее, чем у биткоина. Эфириум сегодня растет. И на самом деле, я бы так сказал, что вот Рубикон у эфириума 2165. Если эта цена не пробивается устойчиво, не происходит закрепление под ней, то его будут гнать наверх. 4000 никто не отменял. Так, друзья, далее золото. Золото вчера героически попадало, стопы собрало, как обычно. Но ниже 1861 оно не закрепилось. Это хорошо. Это означает, что сегодня и завтра в преддверии заседания ФРС отсюда может произойти импульс движения, цель которого будет возврат на 1900. Ну и, соответственно, критерий того, что данное движение не разовьется, это откат и пробой 1841-1842. Вот этого диапазончика. Но на текущий момент, я думаю, в большей степени ситуация будет развиваться в сторону коррекционного отскока. Так, ну вот по золоту часовик. Часовик указывает на то, что сейчас идет импульс движения, целью которого 1895, возможно 1900. Ну и критерий того, что часовик не реализуется, это коррекционный откат и пробой 1855. Здесь уровень немножко отличается от дневного таймфрейма. Но и дневной таймфрейм, и часовик указывают на то, что по золоту больше вероятность роста. Так, друзья, далее нефть. Ну смотрите, с нефтью здесь все просто. Промежуточный уровень 72,5 и ключевой уровень сейчас это 72. Ни один уровень из этих не пробит. Соответственно, здесь идет донабор позиций и дальше следующий виток движения на 75,5. Если пробиваем 72,5, то уходим в дрейф в районе 72,5-72 и какое-то время она здесь будет торговаться. Несмотря на все грозные заявления о борьбе с инфляцией и издержек, на нефть это никак не отражается. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Здесь ситуация отлично, просто отлично складывается. Сейчас пошел импульс движения. И весьма вероятно сегодня-завтра будет отработана цель 1,2183. Вот здесь вот. Критерий того, что сейчас вот этот импульс не произойдет, это коррекционный откат и пробой 1,2105. Вероятность пока такого события невелика. Все нацелено на то, чтобы состоялся вот этот рост, вот это движение. Ну и здесь самая прямая корреляция с золотом, потому что это индекс доллара. Если растет евро, растет золото. И, соответственно, это плюс, бонус для российского фондового рынка. Потому что рост евро это риск он. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь все условия для того, чтобы произошло тестирование сегодня. 71.55. Сейчас получается зажат вот в этой консолидации, укороченный такой 71.85, 72.12. Сейчас попытка пробить вот эту нижнюю границу и потестить 71.55.
Пробой 71.55 может вызвать достаточно существенное движение, целью которого будет 70,6. Так, ну и вот, переходя на часовик, здесь страсти кипят, потестили 71.85. Соответственно, если пробой в ближайший час, два, три не подтверждается этого значения, то мы отсюда уходим. Цель движения сначала потестить 72.12 и потом сходить на 72.3. Поэтому часовик здесь не такой однозначный. Вот этот пробой, если он сейчас не происходит, то весьма вероятно будет отскок и попытка взять 72.1 и над ним закрепиться. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Немножко осталось до экспирации фьючерсов и опционов. Здесь у нас локальный максимум взят, который не наблюдался уже на протяжении нескольких лет. И здесь по сути идет вся игра вокруг уровня сопротивления, который 169 тысяч, его тестирование и попытка пробить. Ну, как вы видите, драйверов особо нету. Тут драйвера 2, либо нефть на 75,6, либо встреча с Байденом завершается позитивно и снимают хотя бы половину тех вопросов, которые стоят на повестке дня. Тогда мы по РТС можем увидеть движение в моменте хоть на 180 тысяч, хоть на 200. Так, и у нас, судя по всему, вот это все движение во фьючерсе НТС будет сегодня сконцентрировано в диапазоне 168-169 тысяч. Идет поджатие, и в случае пробоя, соответственно, следующая цель движения это 173 тысячи, 174 тысячи. Если здесь пробой не возникает, мы идем тестить нижнюю границу 168. Опять же, если ничего такого страшного нет, ужас не наблюдается, то весьма вероятно ниже этой границы движение на 167 и так далее, оно не произойдет. Критично здесь что? Если будет развиваться коррекционный откат, это пробой уровня 166, 165, 500. Вот если этот уровень будет взят, то соответственно движение вниз может перейти в некоторый штопор с целью уже на 160 тысяч, 157 тысяч. Пока для этого оснований особо нету. Здесь наиболее вероятно либо консолидация в этом диапазоне, либо попытка еще раз переписать вот эти максимумы локальные. Так, друзья, ну сейчас 10 часов, рынок открылся. По Сберу идет попытка откатиться. Вот, но если эта попытка не приводит к пробою 313, то отката не будет, будет только движение наверх. Если все-таки 313 будет пробита, тогда следующая цель, которая наверняка удержит от движения вниз, это 309,5. Сейчас, скорее всего, будет движение вниз небольшое, но потом весьма вероятно, с учетом текущей ситуации, оно будет выкуплено и пойдет движение с целью потестить 316,6, вот это значение. Так, далее Газпром. Ну, по Газпрому здесь ситуация достаточно очевидная. На ближайшие дни уровень 270-272. Если этот уровень не пробивается, то вот эти все откаты, сейчас настроен он немножко скорректироваться, их будут выкупать Газпром, Сбербанк. Ну, даже Газпром, наверное, поэнергичней будет движение, если не состоится пробой вот этого диапазона. Потому что там история с Северным потоком, она будет, я думаю, достаточно благоприятно для него складываться, по крайней мере для движения акций. Так, друзья, далее Норильский никель. Здесь беру 4-часовик, идет сейчас попытка откатиться, но Норильский никель обозначил вот этот диапазон 25 900, он чуть пониже 26 тысяч заканчивается. Соответственно, здесь, если не возникает пробития этого значения, все движения будут выкупаться и будут выталкивать его наверх на 27 150 для начала. Если здесь возникает пробой, следующая цель будет 25 225. Так, друзья, ну и ВТБ, вчера его гасили, но 5 копеек он удержал. Вот. И, соответственно, если эти 5 копеек и сегодня будут удержаны, здесь, если не возникает пробой, то сегодня-завтра у нас по ВТБ цель движения, тестирования и пробития 5,14. Вот сюда вот. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Основные активы, основные идеи, основные акции российские. Спасибо за внимание, успешных торгов.
Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Всего наилучшего, удачи!